Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня хочу вам показать мастер-класс по плетению вот таких вот серег с вот этими вот прекрасными швензами из магазина iBets. Ссылочку на распаковку я вам оставлю, на промокод на скидку 3% в этом магазине тоже оставлю. Естественно, ссылку на сам магазин. Швензы позолоченные, очень качественные. И для начинающих вот такое вот симпатичное, но простое плетение. То есть за час вы сможете себе сделать пару вот таких вот серег. И всем, кто хочет начать заниматься вышивкой и бисероплетением, не тяните, начинайте, это очень интересно. Ну а вас приглашаю к просмотру и буду ждать ваши отзывы и комментарии. Так, ну что, давайте сплетем сережечку. Чтобы время ваше не занимать, я уже первый ряд сделала. То есть берем бусины 4 миллиметра, бисер тоха у меня 11 размера, чередуем 4 бусины и бисер и замыкаем в кольцо. Ниточку завязываем, отрезаем, подпаливаем. У меня это Fairline. И выводим ниточку из бисерины. Теперь набираем одну бисеринку, 3 супер дуо и одну бисеринку. И входим в следующую бисеринку. Подтягиваем. Вот так вот красиво у нас получается. Повторяем по всему кругу. Бисерину, 3 супер дуо и бисерину. И последняя арочка. Проходим вот в эту бисеринку, из которой выходили в первый раз. Хорошенечко подтягиваем. Проходим в набранную бисеринку. В следующую супер дуо. Хорошенечко подтягиваем, чтобы у нас выходила ниточка между супер дуо. Переворачиваем плетение. Входим иголочкой в верхнее отверстие супер дуо. Теперь набираем бусину 5 миллиметров чешскую. Вот так. И ставим между супер дуо. Теперь по одной бисерине между вот этими супер дуо. Верхнее отверстие. Мне кажется, хорошо видно и без слов все понятно. В большое отверстие опять, не отверстие, а расстояние, опять вставляем бусину 5 миллиметров. Здесь ставим опять бисер.
Ну и проходим немножко подальше, чтобы подтянуть и закрепить наше плетение. И опять у меня выходит ниточка из бисерины 11 размера. Теперь я беру бисер, ну, у меня травленный чешский бисер, он 11 размера, то есть он чуть меньше, чем тоха 11 размера. Я набираю по 3 бисерины и вхожу в следующую бисеринку тоха 11 размера. Вот такой вот галочкой они становятся у нас. Набираю 3 бисеринки, и здесь я уже вхожу в бусину 5 миллиметров. Если нет такого бисера чешского 11 размера, можно взять пятнашку тоха 15 размера и посмотреть, сколько у вас будет подходить этого бисера. Может быть, понадобится 4 штучки, а не 3, чтобы сделать подобную арочку. Последняя арочка. Я вхожу в эту вот бисерину, из которой начинала. И мне нужно крепить швенцу. Я прохожу вот троечка супер дуо. Вот я выбираю среднюю, и из вот этих вот приплетенных 3 бисерин в самую верхнюю, то есть во вторую вхожу. Вот у меня швенца. Я набираю бисерину. Мне еще понадобится одна бусинка 3 миллиметра, 2 бисерины. Прохожу швензу, набираю опять 2 бисерины в бусину, еще одну бисерину и уже в эту же угловую бисерину, но с другой стороны вхожу. И все это хорошо подтягиваю. И чтобы закрепить, я прохожу еще раз. Ну, так сказать, по этому же маршруту точно так. Опять в эти 2 бисеринки. И набираю еще по одной, чтобы скрыть вот эту вот ниточку в швенце. С этой стороны одна и с этой стороны одна. И опять в 2 бисерины, в бусину и бисерину. Серьга легкая, файрлайн нитки очень крепкие. 2 раза в принципе достаточно, но для надежности можно еще 3-й раз пройти. И что делаю? Прохожу теперь по бисеру, чтобы закрепить и отрезать ниточку.
тут можно сделать узелочек, он спрячется, его не будет видно. Все хорошенечко подтягиваем. Вот здесь возле бусины можно сделать узелочек. Вот такие вот милые, интересные сережечки получились. Простые в исполнении, специально для начинающих. Кто хочет попробовать, но еще не решается, попробуйте, вам понравится. В следующем видео я вам покажу, сплетем с вами подвесочку кулон к этим сережкам в комплект. Ну а всем, кто был со мной, большое спасибо за ваши отзывы и комментарии. Творческих вам успехов, творческих побед и всего самого наилучшего, дорогие мои. До следующего видео. До свидания.